Мы в тренировочном центре сил специального назначения под Центровым в Чечне. Именно здесь проходили подготовку бойцы, которые сейчас действуют в Сирии в тылу ИГИЛ. Да, вы не ослышались. Пришло время рассказать о тех, кто обеспечивает успех российской авиации на земле ценой собственной жизни. Пока никаких имен, все засекречено. Есть у нас, к великому сожалению, и потери есть, там, обалдуэль. Но эти потери, зная, куда они идут, на что идут, они шли для того, чтобы в последующем жить было спокойно на территории Чеченской Республики и России в целом. Рамзан Кадыров утверждает, что еще в самом начале гражданской войны в Сирии, когда даже не было ИГИЛ, он получил информацию о создании на Ближнем Востоке специальных тренировочных лагерей для подготовки боевиков, исповедующих ваххабизм. Инструкторы там были из натовских государств. В эти лагеря были внедрены агенты спецслужб из Чеченской Республики. Я об этом еще в России не знали, но я тоже не знал, что будет ИГИЛ там называться. Значит, я знал, что готовят таких группировок, потому что я специально отправлял туда своих людей, чтобы проверить настолько, насколько это правда. И наши ребята проходили сборы на натовских базах и запускали сирийское государство. По словам Рамзана Кадырова, таким образом удалось создать разветвленную агентурную сеть непосредственно в самом ИГИЛ. Туда были направлены лучшие бойцы республики. Они собирают информацию о структуре, численности террористов, определяют цели для бомбардировок и фиксируют их результаты. Мы сказали, что точность нашей авиации как раз обеспечивается нашими людьми. Это действительно. Вот, ну, есть и такие моменты, есть и другие. Вот, даже до того точно стреляют наши авиации. Вот бывает 5 метров, 3 метра, да, еще вот, стреляет с моря, там, значит, до того точно попадает. Там ребята звонят, говорят, как точно стреляют. Значит, даже приятно смотреть на это. Да, значит. Чтобы было всем сразу понятно, в Сирии и Ираке не действует российский спецназ. Там работают нелегалы, агенты под прикрытием. Они носят привычную игиловцам одежду и ничем не отличаются от окружающих. Кадыров говорит об этом открыто, потому что уверен, что разоблачить их почти невозможно. Агенты живут по чужим паспортам и документам. С Россией их связывает только то, что они проходили подготовку в этом тренировочном центре спецназа. Нам только намекнули о том, что победы в Сирии куются в том числе и в этом центре. 99% информации о сирийской операции остается тайной, но готовились к ней основательно. Достаточно посмотреть на то, что умеют спецназовцы и даже на их экипировку. 3 шага вперед, шага марш. Она – воплощение всех современных технологий, которые делают бойца неуязвимым на поле боя. Это армия будущего, которая сражается уже сейчас. Данный костюм, он не видим ночью в тепловизионные приборы, а также прибор ночного видения, потому что он состоит из специального волокна. Мы живем в 21 веке и понимаем, что мы должны бороться с шайтанами на самом высшем уровне. Начать движение! Здесь применены новейшие разработки российских ученых. Спецназовцы ставили перед наукой задачи, предлагали решения и на себе испытывали опытные образцы. В лесу, в горах, в дождь и в снег. Сборная команда России в прошлом году заняла первое место на международных соревнованиях сил специального назначения в Иордании, обойдя американцев и европейцев. Мы должны быть лучшими во всех смыслах этого слова, поэтому трудимся днем и ночью. Но даже среди них есть самые лучшие, которые составляют летный отряд. Десантники могут высадиться в любой точке земли, неся за плечами 70 килограммов груза и в течение 2 недель автономно выполнять боевую задачу. Мы планируем высадку их в географическую точку Северного полюса, после этого серьезный марш-бросок 50-километровый. То есть террористам даже на Северном полюсе не спрятаться? Там террористов не будет, там будут другие специалисты до этого. Кадыров и сам нередко тренируется вместе со спецназом. Надо постоянно держать себя в форме и быть готовым в любой момент к встрече с террористами. А сколько всего покушений на вас было? Ну, взрывали меня
3-4 раза взрывали там. И в засаду я попадал тоже прилично. Во вторах, в Грозном, Курчалое. Очень прилично попадал. Ну, это есть война. В мае 2014 года кортеж Кадырова попал в засаду. Нападавших было более 100 человек, а с главой Чечни всего 10 охранников. Кроме лидера республики, все получили ранения, но смогли отбиться. Потом уже одного террориста смогли взять в плен. Когда он был в тюрьме, мы с ним поехали туда. И первый у него вопрос: у вас подствольники автоматические? Я говорю, помнишь? Я говорю, а что, вы так быстро стреляете там? На стрельбы Кадыров иногда берет сыновей. Сегодня они тоже с отцом в одинаковой полувоенной униформе. Естественно, что на вопрос, кем хотят стать, ответ долго не раздумывают. Военный. Как кто? Военным. Военным хочу. Я был всегда рядом с моим отцом, нашим первым президентом Ахматом Хаджи Кадыровым. И все, что он делал, все, что он говорил, я рядом находился, я слушал. И это была для меня вот самая, высшая, там, знаешь, точка образования. И я беру их в горы, беру лес, там, в полигоны, чтобы они тоже знали. Они должны завтра, вдруг что-нибудь случится, знать, чем занимался их отец. Здесь у многих спецназовцев боевой путь начинался еще в детстве. Вот как, например, у Муслима Тавзаева. На дом его дяди напали боевики Басаева. Он вышел на балкон и начал отстреливать с пулемета. Он тогда там находился, еще ему было 12-13 лет. В 12 лет первый. Первый, да. И оттуда он идет. Он не только там профессионал, он идейный боец. У него это в крови. Поучиться в центре есть чему. Спецназовец делает из пистолета 6 выстрелов в секунду. Это не автоматически, это одиночная стрельба. Кадыров постоянно поправляет, что это не чеченский спецназ, а российское подразделение. И не понимает тех, кто выделяет и даже отделяет регион. Мы знаем, какие экстремисты бывают, террористы бывают. Нас продавали, нас перепродавали и нас убивали. Удар брали на себя. Сегодня мы видим призывы лжепатриотов, чтобы отсоединить Чеченскую республику, другие там регионы Российской Федерации. Вот их надо сажать в тюрьмы, их надо выселять из нашего государства. Сейчас под Гудермесом развернулась грандиозная стройка. Центр спецназа получит самый совершенный тренировочный комплекс. Парашютистам построят аэродинамическую трубу. Дайверам-спасателям глубоководную 25-метровую чашу и отдельный водоем с подводными лодками. Для снайперов оборудуют подземные галереи. А это сердце будущего центра сил специального назначения. Тактический город для отработки освобождения заложников. Здесь будет школа, кинотеатр и даже тюрьма. А под городом проложат коммуникации, из которых труднее всего выкуривать террористов. А для отработки освобождения заложников на транспорте установят пассажирский самолет, автобус и даже поезд метро. Тренировочный центр будет частным. Предполагается, что в нем могут проходить подготовку представители всех силовых ведомств России. Чисто держу! Нередко утром проходит тренировка, а вечером уже приходится применять на практике полученные знания. Недавно проводили спецоперацию по задержанию торговцев оружием. Без единого выстрела задержали 4 человека. Сейчас Чечня считается самым спокойным регионом на Кавказе. Последняя крупная вылазка террористов произошла в Грозном в декабре 2014 года. Бандиты не смогли прорваться в центр города и захватили дом печати. Когда мы подъехали сюда, сразу же мы вышли с машины и сразу же с верхних этажов или с крыши нам из гранатомета пальнули в УАЗик. И тогда сразу же у нас 2 человека ранило. Мы сразу же стали занимать позиции и открывать огонь.
Все 11 боевиков были уничтожены, но погибли 14 сотрудников правоохранительных органов. Дом печати и школу, пострадавшие при штурме, восстановили за несколько недель. Отношение к религиозным фанатикам с Ближнего Востока в Чечне особенное. Именно оттуда шли деньги на поддержку кавказского бандподполья. Оттуда приезжали в Чечню хаттабы и прочие Абу Аль-Валиды. Потом разгромленные в Чечне боевики сбежали в Сирию. Нельзя допустить, чтобы они окрепли и вернулись. Из-за них страдала не только наш народ, и все народы Российской Федерации. У нас очень много погибло в проведении контртеррористических операций, военных служащих, спецслужбы, сотрудники. Поэтому мы не должны допускать вторую ошибку. А эти чеченские парни, с которыми сейчас встречается глава республики, наоборот, уехали воевать за ИГИЛ. И нету там общества, связанных с религией ислама, они вернулись все. Помните, сколько их? Сколько их дома? Раз, два, три, четыре, пять, 20, 30. С кем-то была проведена агентурная работа, кого-то уговорили вернуться родственники, кто-то одумался сам, испугавшись увиденного. Первые дни, когда я перешел границу, это называлось населенный пункт Акма, там я увидел казнь 4 людей. Из 6 резали. Да, 4-6 человек где-то было. Их просто казнили из-за убеждений. А вот Ибрагим Капланов выбор сделал осознанно. Еще такой взрослый, да? Еще такой взрослый, да? Не маленький, не 17 лет. Сколько лет? 30 лет. А повоевать серьезно пришлось там, да? Да, были моменты, пришлось поучаствовать. На этих кадрах Капланов над трупом своего соотечественника призывает отомстить неверным. В каком отряде-то были? Сначала в этом в Эмирате Кавказ, потом уже в исламском государстве. Все так проходили. То есть Эмират Кавказ — это выходцы как раз. Кавказ. Вот, Да. Что с этого, с Кавказа. и много там в этом Эмирате. Да, прилично было. Сейчас уже их нету, можно сказать. А что случилось? Перебили или разбежались? Кто разбежался, кто за границу уехал, кто куда, вот так вот. Кого-то салам Туристов алейкум. тоже там много было, которые чисто приезжают, чеченцы были, пофоткаться чисто. Приехал, повоевал. Много было таких Туристов. Конечно, бывших игиловцев, которые раскаялись, никто с цветами и распростертыми объятиями здесь не встречал. Все понесли наказание, но изгоями общества не стали. Что будете с ними делать? Отсидел. Отсидели? Сколько ты? Сначала дали 2 года общего режима, потом обжаловали Верховный суд Чеченской Республики, скостили до 8 месяцев. Но сейчас у меня ограничение 1 год. Но я помимо этого работаю с молодежью. Саид Можаев теперь ездит по селам и рассказывает, как он попал в сети вербовщиков ИГИЛ. Со мной связался один человек в соцсетях, знакомый мне человек, который сказал, что там скидывал разные видеоролики, где убивают там женщин, детей, там показывали. Ну и приводили какие-то разные хадисы, изречения пророка, священные тексты из Корана, потому что там действительно священная война. А по прибытию на место оказалось совсем другое. Благодаря этим ребятам, то, что они говорят правду, на самом деле, что происходит, у нас отток мы остановили. Это ребята, которые сегодня работают ради Всевышнего, ради народа, ради того, чтобы не погибали наши молодые парни, подрастающее поколение. Я им очень благодарен. Ну, не все такие, все действительно там, они все, ну, большинство. А вы вот верите им? Да вдруг это завербованный агент ИГИЛ? Я верю почему-то. Я не только им верю, я верил тем людям, которые я в бою в плен брал, которые моих ребят убивали, которые мы против друг друга воевали. И не верить чеченцу — это не верить другому, ну, человеку, это не верить себе. То есть, если он дал вам слово, то это... Я верен. Когда-то бывший министр обороны правительства Масхадова Магомед Ханбиев точно так же сдавался под гарантией Рамзана Кадырова. Он пришел один безоружный ко мне в лес, горы, человек слова. Он держит свое слово. Он любит народ. Теперь Ханбиев депутат чеченского парламента. Ходит по Грозному без охраны. Как вы видите, самый ярый противник, если я здесь хожу спокойно, и никогда на меня покушений не было, ничего не было.
После окончания войны прошли годы, но Рамзан Кадыров не прекращает попыток переубедить старых врагов. Вот он встречается с родственниками Ахмеда Закаева, бежавшего за границу. Не может быть, чтобы Ахмед не любил свою родину и не хотел домой. Тем более он сам много говорит о своей любви к Чечне. Он мог бы приехать и жить у себя дома. Я ему и по телефону говорил: ты же работник культуры, а не боевик. Возвращайся домой. Родственники живут в Урус-Мартане, в большом доме. Брат Ахмеда Закаева Элла уверяет, что притеснений они не испытывают. Дочь Закаева часто приезжает к ним из Англии, и никто ее пальцем не тронул. С этого дня, с этого момента, что бы в этом мире ни случилось, мы с тобой два брата. Больше мне в этом мире ничего не нужно. С Ахметом Закаевым мы встречались пару лет назад в Лондоне, где ему предоставлено политическое убежище. В России Генеральной прокуратурой так называемый премьер несуществующей Ичкерии объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, организации убийств мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. Тогда возвращаться в Чечню Закаев боялся. У меня точно нет желания приехать в Лефортово и остаток жизни закончить так, как заканчивали другие. Но этого желания точно нету. Да и неотложных дел в Лондоне много. Закаев сейчас озабочен переводом чеченского языка на латинский алфавит. Мы приняли и утвердили алфавит на латинской основе. В начале февраля в главной мечети республики, сердце Чечни, собрались седобородые старейшины, имамы и исламские богословы. Решали, что делать с ваххабизмом. Постановили считать это течение террористическим. Фактически запрет? Запрет. Потому что в любом проявлении, малом или большом. Если появится любой салафит, я ему первый раз предупредил, второй раз я его уничтожу. Пути в ИГИЛ неисповедимы. Последний раз Ханпаша Эсэмбаев видел своего сына, когда он уезжал на соревнования в Подмосковье. Этот дом я строил для обоих своих сыновей. Вот этот камень я ложу сам. Я этим занимаюсь несколько лет. Хотел обоих женить. Понятия никогда даже не представлял себе, что я потеряю ребенка, сына. Как 19-летний Умалат, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, оказался в Турции, отец не знает. Сын связался с ним по WhatsApp и сообщил, что арестован турецкими миграционными властями. Эсэмбаев выехал в Турцию, но к сыну его не пустили. Все обещали, что скоро освободят. Но потом прошел слух, что игиловцы из Эмирата Кавказ захватили турецких дипломатов и требуют в обмен арестованных в Турции чеченцев. Я сказал ихнему начальнику: ты мне скажи, вот честно, я слышал там слухи, что пытаются их вроде бы обменять на консульство турецкое, которое было захвачено вот иглом в Масуле. И он мне говорит: да что ты говоришь, это правовое государство, такое быть не может. Потом сын перестал выходить на связь. Причем в то самое время, когда по местным телеканалам стали показывать освобождение турецких дипломатов. В начале декабря, это было 5 декабря, я получил сообщение, что он погиб возле Тикрита. Авиаобстрел у них был. Их использовали как мясо. Они, вот эти чеченские ребята, все были в штурмовых отрядах. Там максимум их процентов 90 этих ребят проживали 2-3 месяца. И погибали в боях. Адам Шахидов – постоянный гость Грозненского следственного изолятора. Известный исламский богослов проповедует тем, кто вернулся из ИГИЛ. На пальцах объясняет, насколько ошибочный был их путь, где истинный ислам, а где ложный. Мы в нашей республике совершаем пятничную молитву. Наш глава республики каждую утреннюю молитву он не у себя дома делает, а делает в мечети. А ты видел, когда ты поехал в Ирак, Абу-Бакр Багдади, который каждое утро молится в мечети? Я его вообще не видел.
и тысячи заблудших, как-то никто его не видел. Он мусульман в праздник Ураза-Байрам не поздравил. Аюбхан Алханов уверяет, что не воевал и сбежал из Ирака, потому что вот заманили в столицу ИГИЛ обманом. В Моссуле Аюбхан многое повидал. Встретил там даже 13-летнего русского подростка, которого притащил к террористам родной отец. Плакал даже. Вот. Ну, когда я спросил ему, как ты сюда приехал, ты же маленький, он говорил, что с отцом приехал. И я спросил ему, где твой отец, он говорил, погиб. Аюбхан уже приговорен российским судом к 5 годам за участие в незаконных вооруженных формированиях. Но, по мнению богослова, еще не потерян для ислама. Просто здесь, за решеткой, ему предстоит пройти свой самый главный джихад против собственных заблуждений.